Мы уже проснулись вот с таким вот прикольным видом. Вот такое вот тут помещение. Ну и балкончик. Вот так вот мы красивенько завтракали. Все классно. Быстрее, скорее едем на всякие экскурсии. В общем-то, мы сейчас говорим про разбитый бокал. И посмотрим, сколько за него у нас попросят денег. Полную стоимость бокала. Потому что бокал на самом деле был добротный, такой хороший, плотный. Он даже когда разбился, он не полностью разбился, а у него просто вот это вот внизу дно отвалилось. То есть ножка все целая, сам бокал целый, только дно отвалилось. Просто разломилось так и все. Посуду мы помыли за собой, мы никогда не оставляем грязную посуду. Это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, могут за это еще бабок попросить. Вот. Всегда все заправляем, короче, приводим в божеский вид. Как мы заехали, так мы и выезжаем. Вот такие порядочные жильцы. Сереге показалось, что чаша от кофеварки снаружи грязная, но не от нас, а от кого-то другого. Он решил это уже помыть. В общем-то, написали мы хозяевам по поводу бокала. Мы просто собираемся уже выходить, они опаздывают. Говорят, если вы сильно торопитесь, можете не ждать, оставить типа открытым квартиру. Ну и мы, соответственно, сразу сказали про бокал, сколько оставить. Они говорят, ничего не нужно, все в порядке. Вот так вот, короче, все вот так хорошо закончилось. Дворики. Ну, как дворики. Это придомовая территория, типа подъезд. А, это даже не подъезд, тут какой-то рестик, наверное. Набережная. Такие очень миленькие, уютные дорожки вдоль набережной. Ой, вот куча всего разного. Вот это душ. Здесь, видимо, пляж. Да, вон пляж. Короче, вообще очень миленько, очень прикольненько. Тут туристов куча. Думаем пойти спросить, сколько стоит катамаранчик покататься. Только пока не поймем, во-первых, где спуститься надо, да? Ну давай, а как спуститься? А вот есть ступеньки, солнце. Там женщина сказала, что не сдается еще. Не пришел, видимо, сезон тот самый. Скользко. Мы идем вот по берегу до другого катамарана. Но они все какие-то, видишь, детские, с горкой какой-то. Мы такое в Москве брали. Здесь строят. Мы как-то потом взяли в Москве московское водохранилище. Так, в Москве и... На Райске там. И вообще я сальто крутил с ним. А, серьезно? Вот с такой горкой? Капец. Не, не на горке, это горка получается. Сальто крутил. Вот эти посерьезнее, чем те, да? Ну да. А это крыша типа. А, на 4 места. Так, и что, где спрашивать? Лебедь вот так вот здесь припаркован. Видите, на самом деле он может просто так пересечь вот эту вот границу. Но вот ему, походу, нравится вот здесь в квадратике плавать. Приколист. В общем, короче, здесь никого нет. И непонятно, где кассы. Если найдем, покатаемся. Если нет, то идем дальше, короче. Здесь только все готовятся, короче, к сезону. Вообще все половина мест закрыта еще, половина уже открыты. Вот. И людей в целом тут предостаточно, на самом деле. Люди реально приезжают сюда отдыхать. Как-то посещают это как курортное место. Так необычно. Классно, но вот, допустим, в какое-то
место с морем или океаном, наверное, выиграло бы больше, чем это место. Сюда можно приехать просто как на экскурсию, наверное, сходить в крепость, ну, прогуляться. А вот именно отдых, как на пляже, конечно, я бы не выбрала здесь. Давай. Карета тут такая есть. Интересно покататься на такой. Правда, она без коня. Но нам это не помеха. Можно пристегнуть к приусу. Паштанская стадионика. Все? Это все? Ну, такое небольшое, да, курортное местечко. А, и озеро тоже закончилось. Ну, в общем-то, как-то так. В целом, ну, если с детьми, ну, как-то с семьей, да, можно приехать на выходные на один день, посидеть, отдохнуть, кайфануть, погулять, как-то типа поменять обстановку. А так, чтобы, допустим, на неделю ехать, то нет, конечно, даже не думайте. Сейчас поедем в крепость или кататься на пароходе, теплоходе. Каком теплоходе? Мы снова приехали сюда. Да, это питерский. Тут, кстати, машина стоит с питерскими номерами, представьте. Так было приятненько увидеть что-то родное. Да, с погодкой сегодня нам повезло, солнце светит. Сейчас пойдем разбираться с билетами, вообще ничего не понятно. Вот эти зоны, не зоны. Всякие зеленые зоны, красная, голубая и черная. Красная и голубая стоят одинаково по 1000 динар, черная 1500 динар, а зеленая меньше, там что-то 650 динар. Переведи. И ничего не понятно, короче. Сейчас будем переводить, спрашивать. Заходите тут бесплатно в эту зону, и вот сюда идете покупать билеты, уже выбираете, какую, что из себя представляет каждая зона, но мы сейчас будем еще уточнять, не уточнили. Вот, пока ничего не понятно. Мы, в общем-то, купили билеты в зеленую зону. Тут человек, который продает билеты, он разговаривает по-русски, ну, естественно, что место туристическое, и, соответственно, здесь много на каких языках как бы разговаривают. Один разговаривает на сербском, на русском, другой на английском, на сербском. Вот. Мы у него уточняли по поводу теплохода, который отходит здесь от причала. Он говорит, что вам смысла нет его покупать. Любим, когда нам вот так вот, да, отвечают. А нам сказали, что он стоит где-то 10 000 динар, что-то такое. Но это не в этой кассе покупается, а в другой. В целом зеленой зоны достаточно, потому что на синей, на голубой зоне и красной там что-то прям какие-то экстремальные условия. И, соответственно, на черный там тоже очень-очень высоко, далеко забираться нужно. Вот. Если нам это особо не нужно, то можно их не покупать. Мы взяли билеты в зеленую зону. Стоимость обычного билета 650 динар, а по пенсионному удостоверению 350 динар. Вот здесь мы заходим, здесь покупаем билеты и разворачиваемся вот на такую красоту. На самом деле находишься в какой-то как будто сказке, идешь как, не знаю, Рапунцель со своими космами. В общем, прекрасно. Газоны подстрижены, красиво ухожены, лавочки есть. Кайф. В крепости есть 4 варианта маршрутов. Билеты на эти маршруты стоят совершенно по-разному. Зеленый доступен для всех, включает все помещения дворца и 3 нижних низких башен. Цена 650 динар. Синий доступен для совершеннолетних, включает в себя зеленый маршрут плюс еще одна башня повыше. Цена 1000 динар. Красный доступен для совершеннолетних с сопровождением гида, включает в себя
зеленый маршрут и еще одну высокую башню, цена 1000 динар. Черный доступен для более или менее здоровых и не очень старых совершеннолетних без боязни высоты в сопровождении гида. Включает в себя все маршруты и еще 2 башни, в том числе самую высокую шляпную, цена 1500 динар. Приезжать лучше всего на машине, так как вокруг есть очень много интересных мест, куда можно сходить, если вы не ограничены во времени. Если вы приехали на автобусе, то помните о том, что последний автобус уходит в 18:40. С другой стороны, обратный билет действует 60 дней, а в Галубаце есть множество вариантов для ночлега. Самое важное, обратный билет от автобуса не выкидывать, и входной билет в крепость тоже не выкидывать. Попасть на черный маршрут можно до 15:00 летом. В другие месяцы он может закрываться раньше. На черный маршрут также не пускают в тапках, юбках и на каблуках. Крепость также не работает по понедельникам, и время в телефоне может перескочить на час вперед, если телефон поймает румынскую сотовую вышку. Далее будет вся необходимая информация, которая точно вам сильно поможет при планировании посещения крепости. Первое, это Галубатская крепость работает ежедневно с 10 до 18 часов летом, в зимние месяцы до 14. Второе, это на территории крепости есть паркинг для авто. Третье, это то, что у крепости есть официальный сайт, который ссылочку я оставлю в описании. Важно знать, опять-таки, что сам паркинг бесплатный при условии, что вы покупаете любой билет в крепость. При выезде с паркинга проверяют билеты. Просто заехать на паркинг и пофотографироваться на территории и уехать нельзя. Отдельно паркинг оплатить тоже нет возможности. В данном случае машину можно поставить через дорогу на небольшой площадке, либо, не доезжая 300 метров до Галубатской крепости, есть большая площадка для авто, тоже бесплатная. Галубатская крепость занимает стратегическое положение, и владение этой крепостью с первого дня ее постройки полностью меняло силы во всем регионе. Она брала под контроль все судоходства по Дунаю в Джардапском ущелье, а также все движения по дороге ущелья. Только в 1867 году она перешла под контроль сербов и с тех пор уже оставалась в их владении. Ну а до этого момента ее очень долго не могли поделить между собой то венгры, то сербы, то турки. Начиная с 50-х годов 20 века, после окончания Второй мировой, крепость пришла в запустение. Это был обычный заброшенный объект с тоннами мусора, бутылок и граффити на стенах. Сюда приезжали крайне редкие туристы, и те не могли оценивать всю красоту и величие Галубатской крепости. В какой-то момент все стало настолько ветхим, что представляло опасность для любого входящего. В 2014 году австрийцы с помощью финансирования Евросоюза начали масштабную реставрацию крепости и превращение ее в одну из главных достопримечательностей страны. Здесь есть вот такой вот доступ к воде. Вот так вот красивенько все камушками облагорожено. Зона, где можно посидеть, отдохнуть, посмотреть на речку. Здесь люди, смотрите, по скале ползут вверх, по канату. Есть, короче, здесь еще билет такой экстрим хай. И купив его, можно вот так вот поладить. Не знаю, видно вам, нет? Для тех, кто любит магнитики, здесь есть сувенирная лавка. Папа, походу, пошел за магнитиком. Вспомни, сколько килограмм магнитов у нас. Да, столько не нужно. Вход. У нас проверили вот здесь на входе билетики. Нам сам человек, который проверяет, спросил: русский? Мы сказали да. Он говорит: о, наши. А сам он серб. Представьте, так мило. Вот такие вот руины нас встречают. Вау, какие масштабы. Так, ребята, я вас обманула. Это рабочие
Никто там не лазит. Рабочие что-то там отгребают. Но полазить было бы прикольно, конечно. Здесь вот такие виды. Можно войти в башню, дойти вот до того строения. Мы, походу, сейчас пойдем туда. Вот он, экстрим, друзья. Вот здесь забираетесь по вот этому вот канатику, грубо говоря, да, вон туда наверх, наверх. И вон там выходите. Вот стоят дядечки, сидят, проверяющие ваши билеты. И, конечно, в моих кроссовках, в которых я пошла сегодня, я не пойду на экстрим. Но если вы будете подготовленные, знающие, то обязательно берите с собой какую-нибудь запасную пару для того, чтобы там потуситься, погаситься, погонять, полазить. Приветики. Сюда приплыл лебедь. Все выискивает еду. Проходим сюда. В этот конец башни. Виды здесь вообще прекрасно открываются. О, что за локация, что за красота. Привет, друг. Здесь такие пушки. Очень интересно, куда они направляются. Очень люблю эту архитектурную кирпичную кладку под разбитый камень. Где мой гаджет, брат? Мы поднялись на второй этаж. Тут так узенько. Да, вообще капец. Че, пошли, дойдем до конца. Офицеры. Чем, да, в таком стиле делаем? Россияне. Мое сердце под прицелом. Ладно, не буду это петь. Что, мы возвращаемся опять на входную часть этого замка. Вот сюда наверх мы уже не можем идти, потому что нам не позволяет билет. Или можем? Или не можем. Так, я посмотрела, билет нам сюда позволяет идти, поэтому мы идем. Поднимаемся. Заходим. Вот такая красота здесь. Это комната пыток? Там так очень мерзко все. Мерзко? Блин, а почему тут перекрыто? Я бы сходила туда. Что у нас там? Там просто каменные стены. Ну, еще, видимо, необлагороженная территория для туристов, поэтому туда мы, конечно же, не пойдем. Здесь очень много, куча всякой информации. И есть еще лестница наверх. Очень неудобная лестница, очень такая резкая, так что будьте аккуратнее, когда будете подниматься сюда. Здесь голубь, красивый вид. Поднимаетесь на 3-й этаж и кайфуете.
Есть еще одна лестница наверх. Да, могу. Пойдем посмотрим еще на виды наверх. Половину. На тебя смотри. Это все зеленая зона. Представьте. Вот чтобы по всему замку полазить. Вот. Это стоит 1500 динар. Так называется. Мы заходим в следующий, так сказать, в следующую зону, в следующий отсек. Не зону, а отсек, да, наверное, потому что зона у нас все-таки одна зеленая. Здесь наверх нам уже нельзя, но можно здесь погулять, посмотреть. Кольчуга. Блогер. Блогер. Когда точно возвели Голубацкую крепость или Голубачский град, доподлинно неизвестно. Также не утихают споры по поводу того, кто именно строил крепостное сооружение, сербы или венгры. Установлено, что до возведения крепости в здешних местах располагалось римское поселение. Первое упоминание твердыни встречается в венгерских источниках, относящихся к 30-м годам XIV века. В 1427 году Голубацкую крепость завоевали турки, выбив оттуда сербов, которым, в свою очередь, управление твердыней доверил венгерский король Сигизмунд. Для освобождения крепости он отправил к ней большое войско, однако осада закончилась неудачей для венгров. Дальше из этого зала мы переходим в такой чудесный зал с галереей, с картинами. Вот посмотрите, как долго можно зависнуть на эти картины вот с таким видом. Мне кажется, это просто приятно смотреть долго-долго, всматриваться в детали. Вот так выглядит, собственно, весь зал. Можно здесь присесть и посмотреть фильм про былые времена, так сказать, да, если вы как бы знаете сербский. Либо для тех, кто знает английский, есть субтитры на английском языке. Здесь есть такая тетрадь, в которой можно оставить свои отзывы или вообще просто что-то написать. Она внутри книги. Внутри? Вот это, да? Это вы написали, да? Это я, да. Это вам надо подписать 2023, да? Да. А мы напишем сейчас. Нет, перелистывай новую страницу. Да. Вот справа, вот здесь пиши. Да ладно, Ну, что чисто. такую страничку большую? Чтоб видно было. Здесь есть еще одна лестница наверх.
последующие столетия Голубацкая крепость переходила то к одному государству, то к другому. В разное время ей управляли турки, болгары, венгры, сербы и австрийцы. С 1867 года Голубацкая крепость, как и многие другие, например, Белградская крепость, были переданы под управление сербскому князю Михаилу Обряновичу. Здесь рядом вот с этой дверью есть еще лестница. Такая узкая. Будьте аккуратны, пожалуйста. Палака. Подниматься, конечно, всегда легко, а вот потом спускаться очень страшно. Красная крыша, голубое небо. Все прекрасно. Вот такая вот здесь приколюха. Дальше нельзя подниматься. Но здесь есть еще один вход. А, да. Холодно, да, прям. Вот там еще вниз есть. На самом верху нас ждут вот такие виды. Везде красота из окон. Масштабы, красота. Здесь поставили такие пластиковые стеклопакеты. Зачем-то, ну хотя бы покрасили в один цвет, уже хорошо. Вот здесь, ребят, резкая лестница. Очень тяжко здесь по ней подниматься. Сейчас мы посмотрим, как люди поднимаются. Здесь есть еще местное развлекалово. Можно сделать 2 выстрела за 100 динар. Вот. Больше всего почему-то это интересно детям. Хотя странно. Очень классно, мне кажется, даже взрослым пострелять. Я бы выстрелила. Давай. Мы пожертвуем ради тебя, студент. Сынуля, иди в Гавину. Три приступу здоровий собі. Тільки лучше важко двоє. Айду прилик. Мало ниже. Воу! Это куда ты попала? Вниз. А, вниз? Супер! Я вам за припут. Еще? 100 динарів, да? Хвала. Молодец. Давай опять. В общем-то, все, мы выходим уже из замка. В целом мы провели тут где-то около 2-3 часов, наверное. Пока все поперефоткались, пока очереди подождали, чтобы красивый кадр поймать. Пока то, пока все. Уже хочется кушать. Хочется кушать, попить чаечка, кофеечка. Но побывать здесь однозначно стоит. Но больше 2-3 часов в целом тут быть не нужно, как бы.
наверное. Уже будет неинтересно просто.